Facebook. Я постараюсь максимально ответить на вопросы, которые вы мне задаете. В прошлый раз были заданы вопросы, которые связаны с, сейчас я открою, с шипами на ногах. Сейчас, 2 минутки. Нидёле дак снине. Андрей Андреевич, что делать с храпом? Невозможно спать. Ну, храп это процесс, который лечится долго. Я знаю, есть народный способ. Я уже рассказывал о том, что вот такие массажи теменной области и так далее в прошлом вебинаре. Хочу сегодня сказать, что есть народный способ, который, ну вот в большинстве своем помогает людям избавиться от храпа. Это определенное питание, которое необходимо принимать перед сном. Что необходимо делать? Необходимо на мелкую терку натереть свежую капусту, и вот сколько капусты, столько же добавить туда меда. Перемешать это все и за 1 час до сна съедать 1 столовую ложку вот такого ингредиента. Обычно где-то если человек съедает такую ложку перед сном, то на протяжении, ну, наверное, где-то 7-8 дней, вот на 9-й день человек перестает храпеть. Ну, дозировку можно уменьшить. Можно попробовать чайную, если не получится, столовую. Столовая максимально обычно помогает. В случае, если человек не принимает алкоголь, в случае, если проветрена комната, то вот такой ингредиент может помочь. Андрей Андреевич, здравствуйте. Уже 8 месяцев болит пятка, шпора. Уже рентгеном 7 раз разбивали, окончательно не проходит. Всегда нужно знать, что любая шпора является солевым диатезом, который возникает на фоне неправильного обмена минералов в организме. И что необходимо с этим делать? Я считаю, что любые такие новообразования, они сродни подагры. И необходимо принимать препараты. Самый лучший препарат, это наш препарат, называется он Метикс. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза или 3 раза в день. Но я хочу еще посоветовать из народных способов. Вот я помню, берут обычную муку, смешивают с медом, делают лепешку. После этого ногу, на которой есть такая шпора, ее парят в воде 7-10 минут в горячей воде. Но так, чтобы не в кипятке. После чего прикладывают такую лепешку к ноге, обматывают кульком, и на протяжении ночи она в виде аппликации находится на ноге. Делать это необходимо через день. Обычно на 4-5 раз шпора исчезает и в дальнейшем не появляется. Вот такой простой метод. Вот можно использовать, пожалуйста, можете пользоваться. Итак, я перехожу на сайт наш. Вебинары. 6 минут назад. Лилит. Здравствуйте, сойду ли я с ума? Шизофрения у меня будет. Меня программировали на это. Спасибо за ответ. Если человек задумывается о том, что он сойдет с ума, то скорее всего с ума он не сойдет. Это уже гарантированно. Ну, если вы считаете, что вы сходите с ума, на вас кто-то влияет, то есть смысл обратиться к врачу-психиатру. Ничего страшного. Вера Кирендясова. Здравствуйте, Вера. Вы, как всегда, добры и подсказываете, как правильно подобрать препарат ТФ. Вот и сегодня. Прошу вас подсказать, с чего мне лучше начать. Столько разных болячек меня беспокоит, что не знаю, какой будет правильно выбрать. Дочь уже получила ваше назначение препаратов. Хочу вместе с ней начать лечиться. Спасибо огромное. И так далее. Я хочу вам дать совет, Вера, с чего начинать. Начните принимать кверцетин и бетулиновую кислоту по 1 таблетке. И еще новый препарат пикалинат хрома. Принимайте по 1 таблетке пикалинат хрома 1 раз в день, а кверцетин и бетулиновая кислота по 1 таблетке 2 раза в день. И напишите мне, я сделаю вам скидку, потому что вы моя подружка. Часто мы, обычные люди, начинаем
искать возможности определить, чем же мы все-таки болеем и путаемся, иногда не понимаем, что происходит. Но многие врачи не ставят диагноз по внешнему виду. Мы не можем определить, что у нас болит. Очень часто мы не можем определить, это у нас холецистит, или у нас это дискинезия желчных протоков, или это у нас заболевание, заболевание кона, или у нас заболевание надпочечников, или у нас почки и так далее. Я решил дополнительно вести такую рубрику, которая бы могла вам помочь в дальнейшем ориентироваться в таких заболеваниях, которые очень распространены. И, м, а, возможно, мои вот такие лекции помогут вам определить, с чем вы сталкиваетесь и что у вас на самом деле болит. Итак, сегодня я бы хотел дать такую лекцию, которая связана с надпочечниками. Вот для этого возьму книгу, она называется «Эндокринология Потемкина». Вот. Если я буду что-то забывать, то книжку подсмотрю. Итак, какую функцию в организме выполняют надпочечники? Образование гормонов биологически активных веществ, которые непосредственно влияют на рост, развитие, функционирование жизненно важных органов. Это основная функция надпочечников. Благодаря гормонам, вырабатываемым мозговым и корковым слоем надпочечников, происходит регуляция различных обменных процессов. И тут такой вопрос, а какие заболевания возникают и как определить, есть ли у вас проблема с надпочечником? Итак, сбои в работе надпочечника вызывают развитие эндокринных заболеваний, которые в свою очередь приводят к нарушениям в работе различных систем органов. Это гиперальдостеронизм или заболевание, синдром Кона, гипертония, головные боли, аритмия, боли за грудиной, ухудшение зрения, а также пониженное давление, гипотония. Почему заболевают надпочечники? Как правило, это все происходит за счет аутоиммунных процессов. Это может быть аутоиммунные заболевания, допустим, ревматоидные, это может быть климактерические, это могут быть перенесенные вирусные заболевания, это может быть длительная гормональная терапия на фоне терапии, там, химиотерапия, терапия ревматизма метотрексатом, терапия преднизолоном, это может быть амилоидоз или там саркоидоз, лечение саркоидоза или заболеваний легких. Вот при низкой сатурации во время инфекции COVID назначали людям часто стероидные препараты, и это в дальнейшем могло привести к тому, что появляются опухоли надпочечников и появляются определенные системные заболевания надпочечников. Как понять вообще, что плохо работают надпочечников? При проблемах с надпочечниками может наблюдаться гипотиреоз, недостаточность гормона ТТГ, Т3, также повышен АТТПО, пероксидаза. Также и, конечно же, обращать внимание при гипофункции щитовидной железы необходимо еще и на надпочечники. Также изменение массы тела. Как правильно, если есть проблемы с надпочечниками, то человек начинает худеть. Изменение массы тела может как поправляться, так и очень быстро худеть. Падение глюкозы в крови, немотивированные боли в теле. Боль очень, очень частым явлением недостаточно функциональной работы надпочечников – это боль кожи головы, когда кожа на голове очень болит, а также на лбу и на голове. Это первые признаки. Также неуклюжесть, одышка, частое мочеиспускание, мышечная слабость, боли в поясничном отделе, боли в пояснично-крестцовом отделе, судороги в бедрах, судороги в икрах. Оценить функционирование желез можно с помощью лабораторной диагностики, какие необходимо прежде всего сдавать анализы. Итак, первый анализ – кортизол. Что такое кортизол? Много о нем говорится, и, конечно, не прав тот человек, который говорит, что кортизол – это гормон страха, нужно бороться с кортизолом и так далее. Во-первых, кортизол – это уникальный гормон, за счет которого у нас происходит обмен белков, жиров, углеводов. Регулируется уровень артериального давления.
Также регулируется уровень гормонов за счет альдостерона. Сами надпочечники производят еще альдостерон. Это гормон, благодаря которому в организме поддерживается постоянная концентрация ионов натрия и калия, а также оптимальный объем циркулирующей крови и уровень артериального давления. Что происходит? Э, Натрий начинает всасываться и вторично всасываться из крови, а калий принудительно выводится, что приводит к следующим заболеваниям. Гипертензия. Почему? Потому что в случае, если недостаточность калия, то начинается недостаточность калия, то начинается, вернее, появляется гормон, который называется гипертензин. И высокое количество калия купирует гипертензин. Именно поэтому в случае, если человек очень долго болеет заболеваниями гипертония, и у него давление не снижается, чем бы он ни лечился, то это первые признаки того, что, скорее всего, у него может быть повышен альдостерон. Далее, ДЭА, дигидроэпиндестерон. Что это такое? Дело в том, что это ДГА, это гормон, который является тем, что связывает человека с его андрогенной активностью и отвечает за вторичные половые признаки. Итак, у мужчин может развиваться мастодин, это дополнительно растет грудь по женскому типу. У женщины начинает изменяться волосяной покров, и женщина может иметь дополнительный волосяной покров на лице, могут расти на лице волосы. Также на спине, на бедрах возникают атипичные жировые отложения. Также всегда нужно помнить, что дегидроапиндостерон, он является анаболическим грубо стероидом, который влияет и на либидо у мужчин, и у женщин, влияет на желание, влияет на менструацию у мужчин, влияет на потенцию и так далее. Именно поэтому любые недостаточно, любые дисфункции надпочечников, даже в случае, если они происходят не усугубляющие, а более в такой латентной форме, невидимой, незаметной, могут приводить к тому, что у человека появляется упадок сил, снижается либидо, появляется повышенный волосяной покров, снижается аппетит, резко снижается масса тела, происходит гипердипигментация кожи с появлением темных пятен, особенно на лице. Артериальная гипотензия, артериальная гипертензия при высоком альдостероне, снижение уровня сахара в крови, частое мочеиспускание, тошнота, которая зачастую может переходить в рвоту, нехарактерный стул. По утрам сложно вставать с постели, рассеянность, невнимательность. Бывает набор веса в области нижней части живота и талии, тяга к сладкой и соленой пище, безразличие ко всему, мышечная слабость и даже проблемы со сном. Как помочь надпочечникам наладить работу? Обеспечить правильное питание, длительно спать, исключить кофеин, сахар, его заменители, наладить режим сна и отдыха и начать принимать мой препарат, который вы обычно пропускаете и не замечаете, а он называется Tentorix. В случае, если те симптомы, которые я сегодня озвучил, могут появляться и вы их можете у себя найти, то я рекомендую принимать мой препарат. Он создан специально для того, чтобы поддержать деятельность. Во-первых, он не гормональный. Во-вторых, сейчас, извините, надо зарядочку подключить. А то сядет сейчас батарейка. Не гормональный, создан из растений, из экстрактов растений. Я забыл сказать, очень часто мужчины и женщины, и у мужчин, и у женщин возникает аллопеция. Сейчас. Так вот, один из возможных методов устранения
И развитие аллопеции– это возможность принимать препарат Tentorix, потому что как раз аллопеция может быть в том числе и заболеванием дисфункции или надпочечниковой слабости, если можно так сказать. Далее. Несколько ответов на вопросы. Так, так. Наташа Ланченко. Добрый вечер, Андрей Андреевич. У моего сына нейрофиброматоз. Ого. Можно ли с помощью ТФ ему помочь и еще не повредит ли ему бетулиновая кислота? Она не только не повредит, а именно бетулиновой кислотой можно попробовать это изменять. Бетулиновая кислота, кверцетин и препарат Эмбрио Плюс– это препараты, которыми можно работать с нейрофиброматозом. По нейрофиброматозам, по БАС и по Альцгеймера написана целая работа, которая заявляет, что лечение данных заболеваний и восстановление миелина или формирование миелина на нервных тканях происходит все-таки, согласно исследованиям, при применении препарата бетулиновая кислота. И одна из рекомендаций применения бетулиновой кислоты как раз в ходе лечения заболевания нейрофиброматоз. Прогнозы при нейрофиброматозе такие себе. Нашей малышке 5 месяцев, вероятнее всего, у нас атипический дерматит или аллергический дерматит. Она исключительно на грудном вскармливании. Подскажите, пожалуйста, как ее лечить? Каким витамином улучшить иммунную систему? Можно ли это вылечить навсегда? Спасибо большое за внимание. Здоровья вам и вашей большой семье. Смотрите, то, что я скажу сейчас, оно выходит из... А вообще не так. Я это не буду говорить здесь. У меня есть Телеграм и есть номер телефона в Телеграме. Напишите в Телеграме, напишите со своим вопросом, Наталья, напишите нашим операторам, и они вас свяжут со мной. И я вам для малышки напишу курс лечения. Я действительно могу помочь вашему ребенку. Здравствуйте, Андрей Ильич. Наталья Октябрьская. Здравствуйте, Наташа. Болят икры ног при ходьбе. Тяжело ходить, что делать? А также, как полечить геморрой, стеноз сосудов шеи? Нужно ли пить статины при холестерине 6,2? Смотрите. Вообще вы описали заболевание, которое можно лечить двумя препаратами. Какими препаратами? Ну, первый препарат– это, конечно, то, о чем я сегодня хотел сказать. Кверцетин. Кверцетин– это флавоноид, который встречается во многих растениях, продуктах, фруктах, зеленом чае, красном вино и так далее. Один из самых изученных эффектов кверцетина– это его антиоксидантные действия, там, помочь клеткам от повреждения. Есть целый ряд работ, которые говорят о том, что кверцетином можно улучшить состояние в случае, если человек болеет заболеваниями сердечно-сосудистыми, диабет первого и второго типа, противовоспалительными, но одна из самых уникальных способностей или особенностей применения кверцетина– это его особенность снижать уровень холестерина, убирать тромбозы и укреплять иммунную систему, снижать артериальное давление, растворять тромбы в сосудах, ускорять агрегацию тромбоцитов и формирует высвобождение инсулина при сахарном диабете первого типа, а при заболеваниях инсуломы
Это когда такое доброкачественное новообразование в поджелудочной железе появляется, есть такое заболевание, то устраняет инсулома. Именно поэтому для вас препарат кверцетин может быть очень показательным и нужным. Дальше мазь, которая называется Нодикс. У нас разработана мазь Нодикс, она великолепна при применении при заболевании. Сейчас Нодикс, мазь от геморроя. При заболевании геморрой антисептическое имеет действие, противоотечное, подсушивающее, обезболивающее и так далее. Есть человек, который прямо писал мне: Андрей Андреевич, это какое-то чудо, это мой товарищ, он находится в Черновцах и говорит, что я вам никогда там не верил ни во что, там ніколи не лікувався, завжди був з цим геморроєм і так далі. Але зараз почав приймати твою мазь Нодікс і все, в мене вже нічого нема. Дуже рада бачити вас в Чернівцях, дякую, тільки я вже не в Чернівцях. Будьте так добрі, порадьте, будь ласка, у мене болять і внизу опухають ноги. Если внизу опухают ноги, то это может быть, кстати, тоже плохая работа надпочечников, и нужно принимать препараты, о которых я сегодня говорил, Tentorix, дальше альфа-липоевая кислота и легка хода. Наталья Справедливая. Здравствуйте, Андрей. Андрей, спасайте. Вес растет, что попить системно. О, спасибо, что вы сказали. Вы, как всегда, вовремя. Сейчас я хочу вам представить два новых препарата моей компании. Один называется хромопикалинат, и второй называется кверцетин. О кверцетине я уже рассказал, а о хромопикалинате вам сейчас расскажу. Хромопикалинат – это препарат с высоким содержанием хрома. Зачем его принимать и что это может нам дать? Несколько слов. Рекомендуется для профилактики атеросклероза, сердечной недостаточности. Вот Наташа Октябрьская вам подходит. Атеросклероза, сердечной недостаточности, повышение иммунитета, при головных болях, при бессоннице. Используется для уменьшения тяги к мучному и сладкому. И активная форма минерала хрома улучшает реакцию организма на инсулин, снижает уровень сахара, значительно снижает чувство голода и тягу к пище. Не знаю, как кто, но у меня на протяжении 3 дней применения данного препарата по одной таблетке 2 раза в день, утром во время завтрака и вечером перед сном, за несколько дней минус там какое-то достаточно большое количество веса. Я могу сказать, что данный препарат великолепен, потому что его деятельность и эффективность, она заметна практически мгновенно. Не хочется есть, улучшается настроение, не поднимается давление. Кстати, когда у человека появляется гипофункция щитовидной железы или аутоиммунный тиреоидит, то это очень часто является еще и отклонением минерального состава крови, из которого почему-то исчезает хром. Хром участвует в функционировании щитовидной железы, участвует в формировании нормального иммунитета, а также оказывает влияние на рост и регенерацию тканей. У женщин, как правило, уровень хрома снижается во время вынашивания ребенка и на протяжении 1 или 1,5 лет после того, когда женщина рождает ребенка. То есть в случае, если вы поправились после того, когда вы родили ребенка, уже не кормите грудью, то этот препарат вам просто необходим. Хромопикалинат. Особенность пикалината хрома состоит в том, что он стимулирует активность инсулина, способствуя тем самым метаболизму глюкозы и жиров. Также нормализует процессы липидного обмена, то есть его можно принимать в случае, если высокий холестерин, липопротеин низкой, очень низкой плотности. В случае, если очень есть хочется, он подавляет чувство голода, участвует в метаболизме, помогает расщеплять белки,
усвоить белковую пищу, что очень часто происходит при кетоновой диете. Очень часто люди переходят на кетоновую диету и сталкиваются с тем, что появляется высокое количество ацетона. И человек говорит, я никак не могу с этим справиться, мне плохо, меня тошнит и так далее. Так вот, справиться с ацетоном поможет препарат пикалинат хрома. Уменьшение, также препарат как дополнительное средство для уменьшения воспаления, отека, ускорения восстановления тканей при спортивных травмах, ушибах и растяжениях. Валерия. Андрей Андреевич, уже долго-долго у меня сыпь на ягодицах, от которой остаются синие пятна. Дексаметазон помогает, но синие пятна остаются. Сейчас появились высыпания в зоне декольте. Помогите. А ведь сегодня я об этом уже говорил. А ведь это первые признаки проблем надпочечников, Валерия. Высокий кортизол приводит к тому, что появляется высокий альдостерон и Д. Это все и проявляется в виде вот таких угрей на лице, угрей на лице, угрей в зоне ягодиц и так далее. Каким образом это устраняется? Препарат Тенторикс, препарат Гемартан, препарат Гемартан и любой иммунный препарат можно принимать, допустим, кверцетин или бетулиновую кислоту. Еще несколько слов. Вторая тема сегодняшнего нашего разговора – это хронические гепатиты, заболевания печени, печеночной недостаточности. Как можно это все идентифицировать, каким образом можно увидеть это и как понять, есть ли у вас, развиваются ли у вас данные заболевания. Итак, хронические гепатизы и циррозы печени. Как понять, что у человека цирроз печени? Одна из таких уникальных возможностей определить, что у человека цирроз печени, это типичный для этого человека запах, который издает человек. Этот запах похож на ярко выраженный запах вареной капусты. То есть человек пахнет вареной капустой. Это связано с изменением в составе веществ, которые выделяет нездоровый организм. И выделяет из слизи, из слизистых, вернее, из кожи. И вот такой запах, он постоянно находится. И обычно это является одним из таких ярких признаков формирования цирроза печени и так далее. Ну, надеюсь, что, ну, естественно, на фоне цирроза появляется желтизна кожи, желтизна слизистых, дефекация обретает белый цвет и перестают расщепляться белки, ну и так далее. Основными общими признаками цирроза печени являются дискомфорт в животе, потеря массы тела, снижение работоспособности, ускоренное утомление, расстройство стула, диспепсия, то есть жидкий стул, снижение аппетита, болезненность в суставах, повышение температуры до субферильных значений, то есть выше 37. При циррозе при циррозе очень противопоказано голодание. То есть, если вам поставили такой диагноз, вам нужно обязательно следить за уровнем глюкозы в крови. То есть, у вас глюкоза ни в коем случае не должна падать, а также вы не должны принудительно дополнительно худеть. У больных могут появляться, как один из признаков, у больных, у которых есть заболевание печени, могут появляться дополнительные расчесы. Кстати, это относится к людям, которые вот в повседневной жизни не могут понять, что же с ними происходит. И на фоне приема там, алкоголя или там, большого количества алкоголя, при поедании в большом количестве жирной пищи, при употреблении алкоголя, при вредных привычках, при наркотической зависимости, мы очень часто замечаем у людей такие атипичные расчесы на коже рук, бедер, спины. Человек испытывает жуткое состояние зуда. И, кстати, зуд может быть одним из признаков первичного формирующегося билиарного цирроза и холестатической желтухи. И иногда такие симптомы могут быть симптомами того, что человек употребляет алкоголь или нездоровую пищу, или имеет какие-либо пристрастия и так далее. Обращайте на это внимание.
о гепатитах поговорим. Какие бывают гепатиты? Гепатиты бывают А, Б, С, Д, Е, Ф и G, а также бактериальные гепатиты, которые возникают при лептоспирозе и сифилисе. Поставить точный диагноз, определить генотип вируса и степень поражения печени помогают современные лабораторные анализы. Какие? Ну, прежде всего, это ПЦР-тест, определение антител к гепатитам. Инструментальные просто методы использования УЗИ, ФГДС, КТ и МРТ. Как жить и справляться с гепатитом? Несколько моих советов. Первое. Прививки друзьям и членам семьи. Скажите нет курению, наркотикам и алкоголям. Занимайтесь спортом, но не агрессивно и не маниакально. Обращайте внимание на свои эмоции. Практикуйте безопасный секс. То есть безопасный секс — это использование презерватива. Постарайтесь так, чтобы у вас все раны, которые находятся в теле, были закрыты. А обязательно используйте противовирусную терапию, которую обычно у нас назначают при данных заболеваниях. Далее, следующее заболевание печени — желчекаменная болезнь. Какие симптомы при камнях в желчном пузыре? Симптомы появляются, когда камень выходит из пузыря в желчные протоки и закупоривают их. Как это проявляется? Боли в животе, чаще в области правого подреберья или в эпигастральной области, распространение болей в спину или в правую лопатку, правое плечо, межлопаточную область. Также возникает резкая тошнота и рвота. Далее, я сейчас расскажу, чем лечить. Хронический холецистит. Хронический холецистит — это заболевание желчного пузыря, которое связано с сопровождением нарушения его моторной функции, в некоторых случаях образованием конкрементов. Клинически проявляется болью и тяжестью в правом подреберье, возникающей часто после приема жирной пищи, алкоголя, тошнотой, рвотой, сухостью и горечью во рту. У каждого человека, который принимает алкоголь, со второго дня, когда человек принял алкоголь, не имеет значения какой, будь то слабоалкогольные напитки или сильноалкогольные напитки, на второй день обязательно начинается холецистит. Если я вот на 100% даю вам гарантию, каждый человек, у которого был алкоголь сегодня, с утра идет УЗИ делать, после чего обязательно виден холецистит. Желчный пузырь в тонусе, при этом, как правило, к чему это приводит? Смотрите, желчный пузырь, который в тонусе, он выводит желчь в двенадцатиперстную кишку. И в двенадцатиперстной кишке появляются некрозы, абсцессы, в самом желчном пузыре появляются некрозы, абсцессы, перфорации стенок, даже разрыв желчного пузыря может произойти. И это, как правило, как раз и связано с употреблением алкоголя. Тяжелым последствием холецистита является вот образование в стенках желчного пузыря и так далее. Дискинезия желчного пузыря — это заболевание, при котором нарушается моторика обоих органов. Желчь в избыточном количестве поступает в двенадцатиперстную кишку, в результате нарушается процесс пищеварения, появляются симптомы заболевания. Боль в животе, тошнота, запоры. Наиболее частые симптомы — дискинезия желчных путей. Холестероз желчного пузыря — это патологическое состояние, характеризующее отложение липидов в стенке желчного пузыря, связанное с нарушением обмена жиров и холестерина. Симптомы заболевания печени при дискинезии желчных протоков. Общая слабость, боль, тяжесть в правом подреберье, тошнота, рвота, желтуха. Кожные проявления: зуд, боли в мышцах и суставах, повышение температуры тела, увеличение печени. Что человек чувствует при печеночной недостаточности? Вздутие живота, асцит, печеночная энцефалопатия может приводить к дневному ощущению дезориентации, сонливости, усталости, боли в мышцах, особенно в плечевом поясе. Дыхание, если человек дышит, то очень часто может заметить при заболеваниях печени, дыхание становится немного сладким. Когда-то люди у меня спрашивали: Андрей Андреевич, у меня дыхание, и люди от меня чувствуют, как будто сладким чем-то пахнет. Сладкое — это нехорошо. Это есть дискинезия желчных протоков, желчекаменное заболевание или холецистит. Или эзофагиальное заболевание, или уже желчекаменное заболевание и так далее.
То есть это все признаки недостаточно хорошей работы желчного пузыря и печени в том числе. Что необходимо делать? Уже пора принимать препараты для печени. Препараты для печени это там Тал моей компании, это Эссенциали Форте, это Аллахол, из препаратов с ярко выраженным таким восстанавливающим печень действием. Это препарат Битулин моей компании. Сейчас я об этом говорю, скажу вернее. Иногда люди говорят, что у меня болит в правом подреберье. Есть ли боль при заболеваниях печени? Как правило, сама по себе печень не болит. В случае, если у вас болит в правом подреберье, это может говорить о дискинезии желчных протоков, это может говорить о холецистите, и это, как правило, говорит о воспалении либо изъязвлении желчного пузыря и перфорации его стенок, либо появление язв в двенадцатиперстной кишке за счет того, что желчь попадает в двенадцатиперстную кишку, как при дискинезии желчных протоков. И это все говорит о том, что пора, вернее, вернее, пора лечить двенадцатиперстную кишку и пора от желчи освобождаться. Каким образом, я сейчас расскажу. Как же мы ощущаем недостаточность печеночную? Начинает прогрессировать желтуха, отеки, асцит, геморрагический диатез, диспепсия, боли в животе, резкое активное похудение, лихорадка, озноб, особенно в вечернее время. И здесь такой вопрос, тогда что ж болит у меня, может поджелудочная, вот я подозреваю, как определить. При заболеваниях поджелудочной железы у человека появляется опоясывающая боль, так боль в правом подреберье, также может быть вздутие живота, горечь во рту и так далее. Как понять, наверное, надоело это уже, да, вам. Что можно делать? Когда ваша печень переполняется токсинами, это отображается на вашей на вашей коже, появляется сыпь и раздражение. Сейчас я начну отвечать на ваши вопросы. Появляется неприятное ощущение в области печени, справа в районе нижней пары ребер. Это ощущение проявляется как легкая тянущая боль и покалывание. Особенно ощутимы при смехе, чихании, кашле, крике, наклоне в сторону поднятия тяжелых предметов. Они могут сказываться после употребления жирных, жареных, острых, копченых продуктов. Увеличение печени в размерах. Любое изменение размера печени можно отследить на УЗИ, иногда заметить его можно самостоятельно по выпиранию живота без увеличения массы тела. Слишком очевидно увеличение печени можно визуально определить у худых людей. Появление во рту зачастую неприятного привкуса горечи с медным оттенком, сухости, вяжущего ощущения. При этом может притупиться вкус, а привычная пища может вызывать отторжение вплоть до рвоты. Уменьшение массы тела на фоне астенического синдрома. Это появляется в виде, это и называется печеночные проблемы, ухудшение вкуса, отторжение пищи, тошнота. Все это приводит к уменьшению количества употребляемой пищи, потере веса, пожелтение кожи и так далее. Какие анализы необходимо сдать для того, чтобы понять, если у вас проблема с вернее, проблема с печенью? Ну, первое это аланин-аминотрансфераза, АЛТ. Если повышенная АЛТ, это будет говорить о том, что есть вирусная нагрузка, и, скорее всего, уже происходит некроз тканей печени, и ткани разрушаются. Но высокая ЛТ может быть при высоком индексе НОМА еще и диагностическим методом, вернее, методом диагностики сахарного диабета второго типа. Дальше аспартат-аминотрансфераза, АСТ. Фермент, который находится и в печени, и в сердце, и в мышцах. И в случае, если высокий аспартат-аминотрансфераза, это может говорить о том, что есть заболевание и сердца. Это может говорить о заболевании кардионевроз даже. Но может говорить и о вирусном заболевании, может говорить о вирусном заболевании печени, включая гепатит или даже герпевирусном заболеванием. Но еще, я думаю, вот
скорее всего, щелочная фосфатаза и глутамин трансперптидаза. То есть оба эти исследования могут помочь определить, закрыт у вас желчный пузырь или он все-таки, или это просто холецистит. То есть у вас дискинезия или у вас уже формируется там тяжелое поражение желчного пузыря и так далее. Ну и закончить это общий белок, потому что в случае, если есть какие-либо проблемы печени, то обычно появляется высокий белок, это глобулин и альбумин, и это говорит о том, что белок не усваивается в вашем организме, это говорит о том, что у вас есть проблемы печени. Ну и высокий билирубин, который всегда говорит о том, что у человека появляется заболевание печени. Есть непрямой билирубин, это разрушение эритроцитов или нарушение транспортировки билирубина, и прямой билирубин, который говорит о дискинезии желчных протоков или нарушении оттока желчи из желчного пузыря. Вот такие исследования можно проводить для того, чтобы определить, какие есть проблемы или нужно ли обращаться к врачу. Какие врачи лечат данные заболевания? В случае, если есть гепатит, гепатолог. В случае, если есть плохие анализы, то это может рассматривать гастроэнтеролог. В случае, если есть плохие анализы надпочечников, о которых я сегодня говорил, это альдостерон, это кортизол, то можно обращаться к эндокринологу. Надеюсь, вам было это полезно. И продолжим все-таки. Раз, два, три. Раз, два, три. О, есть. Супер. Татьяна Медяева. Добрый вечер. Отекают ноги и уплотнения на ногах после удаления вен на ногах в местах разрезов. Благодарю за ответ. Кверцетин принимайте, альфа-липоевую кислоту и рутин. Уважаемый Андрей Андреевич, пожалуйста, подскажите, я все время чувствую холод, мне 58 лет. Когда человек ощущает холод, то это говорит о недостаточности определенных витаминов. Каких? Первое. Это может говорить о сниженном железе при астении. Поэтому необходимо провести исследование крови и посмотреть, нет ли у вас пониженного уровня железа в крови. И попринимать препарат железа. В нашей компании есть препарат железа, в аптеке есть препарат тотема. Ну, есть там их много. Второе – это закрыт желчный пузырь. При закрытом желчном пузыре у человека может происходить вот такое ощущение и нехватка витамина ПП или по-другому никотиновой кислоты. Можно принимать никотиновую кислоту по одной таблетке 2 раза в день. Никотиновая кислота уникальна тем, что она увеличивает ацетилхолин, который участвует в метаболизме, и за счет дыхания выводится больше углекислого газа, происходит увеличение обмена кислорода и углекислого газа и так далее. Улучшает, кстати, применение никотиновой кислоты может улучшать деятельность легких и деятельность поджелудочной железы и деятельность гастроэнтерологическую, еще и успокаивать, является таким мягко выраженным антикоагулянтом. Но и один из побочных эффектов – это у человека улучшается вот ощущение тела, ему тепло. Далее, синдром или ощущение замерзания – очень частый синдром при каком-либо аутоиммунном заболевании. То есть, если человек болеет аутоиммунным заболеванием, то есть это может быть сниженный просто иммунитет. То есть даже без заболевания просто снижается иммунитет. То есть по-другому можно условно назвать иммунный дефицит небольшой. То любое применение препаратов, которые улучшают иммунитет, иммуностимулирующих, способна улучшить общее состояние организма и дать вот это ощущение тепла. Из таких препаратов в моей компании это иммуногрант, это бетулиновая кислота, это эмбрио плюс, это
Instamax и так далее. Из народных способов улучшить иммунитет – это применение продуктов пчеловодства, таких как пыльца пчелиная, кстати, очень хорошо для почек. Если есть мочекаменное заболевание, применение четверть чайной ложки цветочной пыльцы в начальных каких-то моментах, пока еще развивается мочекаменное заболевание, может помочь почкам справляться с конкрементами и не доводить заболевание к каким-то более тяжелым формам или стадиям. Это маточное молочко. Кстати, у нас есть препарат маточное молочко, которое может помочь человеку. Кстати, маточное молочко является уникальным веществом, которым можно помочь при заболевании двенадцатиперстной кишки, заболевании поджелудочной железы и даже проблем с желчными протоками. Вот так. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Большое спасибо вам за очень эффективные препараты «Тибетская формула». Подскажите, что можно комплексом заказать у вас для улучшения памяти? Есть два препарата, они мега-мега эффективны. Первый препарат называется Мнемонорм, он прям очень эффективный. И второй препарат называется Тутус Асинкуты. И первый и второй препарат, если их принимать, по одной таблетке 2 раза в день или по 2 таблетки 2 раза в день, то эффект омоложения, сосредоточения, память улучшается. Я так предполагаю, что даже выделение допамина увеличивается. Видимо, влияет все-таки на ядро, прилежащее ядро прозрачной перегородки, да? Как там, нуклеус, не помню, авентус. Болеет. Наверное, все-таки нуклеус аккумбенс, да? Нуклеус аккумбенс. Вот, стимулирует работу нуклеус аккумбенс, прилежащего ядра прозрачной перегородки нашего мозга. И приводит к тому, что у человека появляется дополнительно и допамин, улучшается настроение, сосредоточение, концентрация, улучшается зрение и так далее, и так далее. Чем можно лечиться беременной? Поднялась глюкоза, есть застаревшие панические атаки, сердце часто быстро сильно стучится, это очень пугает. Начните принимать обычный хмель. Берите 1 чайная ложка порошка из хмеля и пустырника, и зверобоя. По 1 чайная ложка смеси на 1 стакан кипятка пейте 1-2 раза в день. Это уберет у вас вот эти всплески и панические атаки. Сердце часто стучит, это оно и есть. Также увеличьте количество фолиевой кислоты. Дело в том, что беременные очень часто имеют снижение фолиевой кислоты и может проявляться на фоне снижения фолиевой кислоты, может проявляться вот такие симптомы, включая панические атаки. А еще вот как раз можно принимать пикалинат хрома, потому что не опасно, на ребенка никак не действует, а вот снизить глюкозу поможет, и это безопасно, потому что при повышении глюкозы ухудшается общий метаболизм белков, и там, соответственно, появляются различные, могут возникать эндокринные заболевания, могут возникать антитела и так далее. Из наших препаратов от панической атаки препарат такой экологический и нутрицептический. Это препарат, он называется Пастовит. 2 таблетки, можно 3 раза в день. Совершенно безопасно. Можно принимать, потому что это обычные экстракты растений, и все хорошо. Скажите, пожалуйста, как долго принимать каолин? Мы с мужем пьем больше месяца до еды утром. В случае, если принимать до еды утром каолин, то он снижает вес, улучшает работу кишечника, улучшает работу поджелудочной железы, участвует, или вернее, является сорбентом, восстанавливает работу пищеварительной системы, за счет этого улучшается и обмен веществ, и самочувствие и так далее. Сколько можно принимать каолин? Во-первых, не стоит забывать, что каолин – это кремний, содержащее вещество, и оно совершенно безопасно, и для человека это совершенно
любое время можно принимать. Я знаю, для похудения с учетом, допустим, лечения таких заболеваний, как эзофагиальный рефлюкс, гастродуоденит, гастрит, можно принимать даже грыжа пищевода, желудка, можно принимать на протяжении от 1 месяца и даже до 3. Жизнь прекрасная, зовут человека. Красивое имя и фамилия. Здравствуйте. Всегда мерзла уже около месяца. По ночам очень жарко. По ночам очень жарко. Где же? Когда человеку жарко, это говорит о том, что у человека повышается температура. Помните зуд в ночное время перед засыпанием. Это проблемы желчного пузыря. Повышается температура в ночное время, ставим тире, это либо климактерическое заболевание, либо кровеобразование, то есть это какие-то проблемы селезенки. И проблема печени. Какие препараты применять? Спленлав, далее тантал для печени, спленлав для селезенки, тантал для печени. Ну и можно еще успокаивающий какой. Можно тенторикс, вот я о нем сегодня говорил. Тенторикс. Для того, чтобы не развивался климакс, допустим. Посоветуйте, пожалуйста, лечение кистозно-фиброзной мастопатии. В нашей компании разработан препарат, называется мастопатин. Также есть специальная мазь для груди, которую я рекомендую применять. Из народных способов при фиброзно-кистозной мастопатии, в случае, если было проведено исследование груди, маммологические исследования, и нет указаний применения оперативного удаления самой кисты, я рекомендую использовать, в народе используют порошок янтаря. Или еще второй вариант, просто янтарную кислоту. Принимают янтарную кислоту по одной таблетке 3 или даже 4 раза в день. Дальше сам янтарь в порошке принимают четверть чайной ложки 2 раза в день. И еще лучше работает, если принимать его вместе с солодкой. В нашей компании есть такой препарат, он называется солютаб янтаря. То есть это настоящий янтарь, порошок из янтаря, в который добавлен порошок, сделанный из солодки или корня солодки. Принимают четверть чайной ложки, можно с водой, можно без воды, 2 раза в день. Не очень приятно, но действительно помогает в случае, если не очень развита мастопатия. Но с мастопатиями нужно быть предельно осторожными, и прежде всего необходимо знать, что заключение или такой диагноз должен поставить маммолог, потому что очень часто это может быть предпосылкой к тому, что будут какие-либо, ну не хочется говорить вслух, плохие болезни грудной железы. Здравствуйте. Отекают ноги, уплотнение на ногах в месте разрезов после удаления вен на ногах. Благодарю за ответ. Принимайте рутин, кверцетин. Рутин, кверцетин, легка хода. И пользуйтесь мазью вариковазиновой. Рутин, кверцетин, легка хода и мази вариковазиновой. Нет памяти. Почему? Наша память напрямую связана с 3 элементами. Первый элемент называется дофамин, нейрогормон, который возникает у человека, если он радуется, восхищается, а также играет и занимается творчеством. Второе, окситоцин, который у нас отвечает за то, что мы обнимаемся, кого-то любим, о ком-то заботимся. Видите, уже 2. Один от того, что мы радуемся, играем. Второе, что заботимся. Скажите, вы радуетесь, играете? Нет. Вы о ком-то заботитесь, с кем-то обнимаетесь? Нет. И третье – это элемент сосредоточения. То есть у нас кратковременная память и длинная память, она связана с сосредоточением. То есть вы, когда читаете, должны сосредоточиться. А как? Мы сейчас получаем информацию быстренько. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Таким образом, первое. Второе, сосредоточение – это больше связано уже с серотонином. А у нас обычно у всех есть проблемы. Когда человек выпивает, у него сжигается
А еще мелатонин еще необходим для того, чтобы были нормально сформированы циркадные ритмы. То есть у человека не возникали проблемы с засыпанием и просыпанием. И сейчас давайте еще раз перечислим. Итак, дофамин в случае, если человек... Как развивается память? Дофамин, если человек радуется, если он играет, если он танцует, поет, если у него хоть какие-то есть чувства, нравятся картинки, нравится музыка, дофамин формируется. Выпили немножко, дофамин сгорел. На следующий день появляется бездофаминовая жизнь. И человек начинает чувствовать, как будто он нуждается в чем-то, что может его порадовать. На самом деле он нуждается в дофамине, а его заменить ничем уже нельзя. И человек начинает думать, может там интим, а интим это у нас, скорее всего, окситоцин, или ему обниматься надо, или кого-то гладить, или с кем-то общаться, и искать тех, кто будет говорить ему о том, или иметь претензии к кому-либо, потому что человек нуждается в нейрогормонах, а ему нужен дофамин. Второе, окситоцин для хорошей памяти. То есть человек должен обниматься, о ком-то заботиться, он должен кого-то любить, не только себя. Третий, мелатонин. Почему? Мелатонин необходим для того, чтобы вовремя ложиться спать, вовремя просыпаться. Серотонин. А серотонин это когда человек медитирует, сидит тихонечко и так далее. Все это необходимо человеку. Мелатонин можно купить в магазинах, допустим, спортивного питания. Скоро мы такой препарат создадим. Также есть нутрицептические такие препараты из экстрактов растений. Это тутус моей компании Синкуты. В переводе с латыни обозначает как препарат для создания вечной жизни или долгой жизни, или молодой жизни. И второй препарат мнемонорм. Мнему в переводе, в мнемонус это в переводе память, а норм в норму приводит. То есть мнемонорм по одной таблетке 2 раза в день. Это стимулирует и появление и дофамина, и использование спрея окситоцина. Использование спрея окситоцина, мы его тоже продаем, если вам не о ком заботиться, вы чувствуете себя брошенной, вы чувствуете себя отвергнутой, вас муж бросил, используйте спрей окситоцина. Пшикайте в нос, если ваш муж не смотрит за ребенком, у него не появился материнский инстинкт, у него там не хочет обращать внимание, если ребенок не свой, а вы к своему хорошо, а к чужому плохо и так далее. Надо ему окситоцин. Начните ему брызгать в нос мой спрей окситоцин, и он изменится на глазах, станет теплым, добрым, хорошим, захочет обниматься, захочет ухаживать и так далее. Окситоцин это гормон коммуникации. И у многих людей как раз вот проблемы с окситоцином. Кстати, на сегодняшний день есть целая теория. Это теория окситоцина как нейрогормона. И есть ряд публикаций, которые утверждают, что дополнительное введение назального спрея окситоцин при лечении заболевания аутизма и отставание развития ребенка способны восстанавливать такую деятельность, дополнительно введение в терапию спрея для носа окситоцин. Его можно приобрести в моей компании, называется спрей окситоцин, и пшикать в носик 2 раза в день. Не любите родителей? Брызгайте в нос. Родители вас не любят, и брызгайте. Сколько пить коллаген и альфа-липоевую кислоту? Коллаген где-то месяца 2 нужно. Альфа-липоевую кислоту тоже. Альфа-липоевую кислоту, ее необходимо принимать натощак. Можно ли избавиться от миомы неоперационным методом? Очень эффективно использовать препарат, который называется бетулиновая кислота при лечении узловой зоб и миома. Прямо вот очень рекомендую. Узловой зоб при применении препарата бетулиновая кислота, узловой зоб такой, наверное, до 5 миллиметров исчезает на протяжении 1,5 месяца. Если миомы, тоже не очень большого размера, но тоже где-то на протяжении 1 месяца есть видимый результат, который может подтвердить гинеколог. Вот так. Почему препарат бетулиновая кислота очень дорогой? Потому что мы его производим сами, и потому что данный препарат имеет высокую концентрацию. Ничего сделать нельзя. Получается, мы делаем бетулин,
а потом из битулина синтезируем битулиновую кислоту, очищаем и так далее. Поэтому он и эффективный. Ну, одного дня не сумніваюсь в вашому предсказанню. Війна в Україні скоро в кінці лютого закінчиться. Радую, що з вами. Пакт, договор, я не знаю, як контракт, який буде заключати хтось з кимось. Ну, зараз вже ще тиждень і вже будуть замітні якісь нові, до речі, швидко зростаючі не знаю, как на украинском языке изменения. Но выучу на следующий раз. Могу на английский перейти. Здравствуйте, Андрей Ильич. Моей маме 81. Мучается изнуряющими болями в суставе. Боли в области почек, печени. Как ей помочь? Смотрите. Там, где у нее суставчик болит, возьмите напополам мед и соль. Смешайте мед и соль и прикладывайте в виде салфетки к этому суставу. На час-два можно под клееночку. А потом, когда снимаете, оно такое, как становится прям как жидкость. Смываете это все и сверху натираете камфорным спиртом. Дальше по поводу того, что у нее болят почки, печень, то это там, где она говорит болят почки, и там, где говорит у нее болит печень, то в ее случае это, скорее всего, болит двенадцатиперстная кишка, потому что очень часто при развитии заболеваний двенадцатиперстной кишки, особенно неспецифического язвенного колита, одним из показателей является проявляющийся фокальный артрит, ювенальный артрит. И иногда путают. И вот то, что вы говорите, очень похоже на то, что мама ваша как раз и болеет данным заболеванием гастроэнтерологическим. Что ей нужно попринимать? Ну, я бы посоветовал, наверное, прежде всего обратиться к гастроэнтерологу, знаете. Ну, а если нет такой возможности, ну, можно попринимать по 500 миллиграмм сульфасалазина по одной таблетке 2 раза в день. Хуже ей точно не станет, а вот в случае, если это то, о чем я думаю, заметно, что будет лучше. Беспокоит левая грудь, накрутила уже себя, жду хороший прогноз от вас. Милая моя Света, что я вам могу сказать? Я не вижу ни вашей фотографии. Вот есть там, допустим, Татьяна Медяева, ее фотографию вижу. А у вас просто буква «С». Как я могу вас просмотреть? За что мне необходимо зацепить? Что вообще? И вы тут же, я хочу хороший прогноз. А если мне придется плохой сказать? Ну, как вы так можете? Людмила Павлова. Меланома. Объясните причину возникновения. Лечение народными средствами. Меланома является злокачественным новообразованием. Какие народные средства, зайчики? Как объяснить это с позиции быстро, почему возникает? Меланома возникает на фоне сбоя пируват-киназы, тумор М4 и тумор М2. Наш организм, он так устроен. В нем есть межклеточный обмен веществ. Это межклеточный обмен веществ, это клетка, митохондрии клетки съедают глюкозу, а вместо этого отдают молочную кислоту. И скорость выведения зависит от энзимов, которые пропускают или выводят. И это все, быстрота этих процессов, метаболизм межклеточный, происходит на фоне калия и натриевого насоса. Так вот, молочная кислота образовалась, и эта молочная кислота, ее должно что-то расщепить. У нас есть фермент, который называется пируват-киназа. Он берет молочную кислоту и расщепляет на аромамасляную и на пировиноградную. И путем метаболизма, ацетилхолирования, ацетилирования во время дыхания
путем висцеральных таких нюансов, там через печень, через почки выводится. И Что? А что, плечо слетело? А, ну да, как-то редрафт туда-сюда, и правое, и левое одевай, и редрафы постоянно. Каким-то чудом оно оденется. Вот, все оделось. Я это делал несколько раз, а оно ни хера не делало. А там рандом какой-то, фиг знает. Вот, чекай, какая у меня перчатка. О, да. Смотри, какая красавица. Коробочка слишком маленькая. Ну что маленькая, она большая довольно-таки. Побольше надо, побольше. Мгм. Ну вот смотри, 1,5-литровая бутылка. 1,5-литровая бутылка, и вот она. Подожди. Она просто на в руках. И на видео кажется маленькой, понимаешь? Не, она огромная. Вот смотри, глобус тоже большой. Большой глобус. Она большая. Нормальная такая. Ну вот легче всего это 1,5-литровая бутылка. Вот 1,5 литра бутылка. Это даже выше чуть. То есть чуть. Но она будет большой. Прикинь, я её тут поставлю и сделаю фак этой перчаткой. Не ты подключился, мама? Не, я не. Ну, ты срочно. Включено, включи. О. Теперь теперь все. Все. Все, теперь есть. Звук, ура. Здравствуйте. Скажите, чем вылечить отрубевидный грибок? Есть вещество, называется деготь. Вот смазывайте дегтем отрубевидный грибок и сможете вылечить. Дальше. Зола от бумаги. Возьмите бумагу обычную, сверните ее вот таким образом, поставьте ее на тарелочку, сожгите, пепел сдуйте, и вот это, что образуется, желтенькая такая смола, вот этой смолой смазывайте места, где у вас есть поражение отрубевидным грибком.
Татьяна Медяева, текают ноги, уплотнение в ногах в местах разрезов. Ранее ответил. Подскажите мое здоровье, что нужно принимать из ваших препаратов. Дальше. Отекают ноги, понятно. Ага. Здравствуйте. После химиотерапии руки, пальцы как замерзшие. Прежде конечности, нервы ничего не помогают. Что можно еще сделать? Это, скорее всего, нейропатия или нейтропатия. Что необходимо делать? Принимать альфа-липоевую кислоту. Также принимать препарат бетулиновая кислота. Оба препарата также увеличить прием аскорбиновой кислоты. Як замовити ваші препарати? Спрашує, питає хтось в групі Дуйко Кайлас РТЕ. Само відео, там, якщо інформацію публікації подивитись, там де назва, там є опис цього відео. І там є таке. Подробная информация обо мне и моей деятельности и кнопочка. Вот на нее можно нажать, и там будет купить витамины. Нажимаете, и после этого переходите на мой сайт, где можно приобрести мои препараты. Здравствуйте, Андрей Ильич. Задавала вопрос в сегодняшнем вебинаре по здоровью. С вашего разрешения пишу дублир. Нашей малышке 5 месяцев. Я понял, Наташа. Вы же знаете, да. Я, конечно, помогу вашему ребенку. Ай, такие красивые, боже мой. Ай, такие красивые оба. Отвечу. Подскажите, пожалуйста, мускус есть в таблетках или чем можно его заменить? Вы, насколько я помню, принимаете еще и трибулус. Вот трибулуса достаточно. Можно трибулуса. Как же лечить храп? Большая проблема. Берете капусту, натираете на мелкую терку, смешиваете напополам с медом. 1 столовая ложка перед сном съедаете. Делайте это каждый день. Через месяц храпеть перестанете. Вот проверенный способ такой. Так. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у ребенка лямблиоз. Чем лечить? Великолепный препарат, называется лизоцим. Великолепный препарат. Лямблиоз, амебиоз, заболевание гастрит. Великолепный препарат. Восстанавливает уровень гастрина. Снижает и повышает, если необходимо, уровень пепсина. Спасение для желудка. Натуральный природный антибиотик, лизоцим, амебиоз, лямблиоз устраняет быстро. 1 таблетка 1 раз в день утром натощак на протяжении 1 месяца. Здравствуйте, Андрей Андреевич, помогите. Проросшая пшеница при восстановлении цикла не поможет. Проросшая пшеница при восстановлении цикла не поможет. Дело в том, что для того, чтобы восстановить цикл, необходимо понимать, из-за чего происходит дисменорея. И она может быть как раз заболеванием как раз высокого альдостерона или высокого тестостерона, низкого прогестерона, или даже там недостаточного эстрадиола. Может быть альдостерон высокий, тестостерон высокий, низкий прогестерон. То есть вам необходимо сдавать гормональную панель. После чего лечить это все, ну вот поверьте мне, очень несложно. Ну так нельзя, Андрей Ильич, я буду проросшую пшеницу. При чем тут проросшая пшениця? Вона то до чого? Хеликопилури устранит? Нет. Хеликопилури это заболевание одновременно, не только кишечника. Это заболевание иммунитета. Поэтому необходимо и для иммунитета принимать препарат. И Helicobacter pylori
необходимо лечить не менее 3-5 месяцев. Это препараты и восстанавливающие, сначала производящие детоксикацию кишечника, печени, разгрузка желчного пузыря. Далее это препараты, восстанавливающие микрофлору, это препараты лизоцим, эмбрио плюс, и потом препараты как бы в завершение всего еще и для активации иммунитета. То есть это не такой процесс. Люди, которым ставят такой диагноз Helicobacter pylori, должны знать, что это заболевание, которое необходимо лечить в комплексе такой тройной терапии. И наша традиционная гастроэнтерология, она лечит не за месяц это. А уже говорить о народном чем-то, знаете, это очень долгий процесс. 3 месяцев, 6 месяцев. Я надеюсь, вам было полезно послушать мою презентацию. Еще раз большое спасибо. Сегодня я рассказывал о том, как человек может определить, есть ли у него печеночная недостаточность. Там при дисменорее женщина написала, нет месячных. Я рекомендую использовать мой препарат, он называется «Женское здоровье», и второй называется «Дисменора». Дисменора 2 таблетки 3 раза в день, «Женское здоровье» 2 таблетки 2 раза в день. Но опять-таки, все равно, первое, что необходимо сделать, это посещение гинеколога. Далее сдача крови на гормоны, надпочечников и половых гормонов. И после этого, по идее, определение, с чем связана данная проблема и ее полноценное лечение. Хочу сказать, что не стоит этого бояться. В случае, если у вас нет еще детей, то нужно поторопиться, потому что фактор риска возникает в тот момент, когда нет месячных, то в дальнейшем может снижаться антимюллеровский гормон, что фактически может привести к разрушению яйцеклеток и активному разрушению яйцеклеток, и в дальнейшем может привести к бесплодности. Поэтому там также дополнительно могут формироваться всевозможные заболевания эндометрии, заболевания матки в том числе, и заболевания шейки матки и так далее. Оно точно вам не нужно. Полезно, очень интересно. Спасибо. Чем лечить отрыжка? Отрыжка является элементом эзофагиального рефлюкса. И лечить нужно как эзофагит. Чем лечить необходимо? Необходимо лечить, напишите эзофагиальный рефлюкс, чем лечить? Дуйко. И там мои курсы какие. Я там рассказываю и о питании, и какие препараты принимать, и так далее. Андрей Андреевич, помиримся со свекровью. Понятно. Что, здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Все препараты, о которых я говорю, это препараты, которые я создаю в своей компании, которые называются «Тибетская формула». Наши производственные мощности находятся на территории Украины, рядом с Копыловым, где недавно проводились военные действия и даже повредили часть моего предприятия. Русские оккупанты русских армий, выглядящие как чеченцы или якуты. Но не важно. Я хочу сказать, что в случае, если у вас возникла возможность и желание начать работать с собой, то помните, что никогда не поздно это начинать делать. Почему? Во-первых, как сказал один удивительный человек, профессор Боткин, нет людей, которые здоровы, есть люди, которым неправильно поставили диагноз. Также я хочу сказать, что китайская пословица говорит о том, что любое заболевание необходимо лечить за 20 лет до его появления. Мы же его, как европейцы, начинаем лечить через 20 лет после его появления. Именно поэтому самое простое заболевание, которое можно в корне профилактировать, в дальнейшем является для нас заболеванием, которое может приводить к угрозе жизни. Именно поэтому, даже если вы сейчас молоды, обращайте внимание на свое самочувствие, на то, насколько хорошо вы просыпаетесь утром. Обязательно принимайте витаминные комплексы, периодически принимайте энтеросорбенты.
Допустим, один из лучших энтеросорбентов в моей компании — это антитокс. 1 чайная ложка на стакан воды. Кстати, великолепное средство для тех, кто хочет почистить свой кишечник, если можно так сказать. Если кто-то хочет разгрузить свою гастроэнтерологическую систему. Для тех, кто пробует, наверное, начать здоровый образ жизни, потому что большинство заболеваний хорошей жизни, как говорят в Тибете, начинается с переупотребления от хорошей жизни и употребления большого количества пищи. И плохой жизни, когда человек голодает и когда человеку холодно, то начинает появляться у него заболевания легких и сердца и так далее. Обязательно принимайте витамины. Сейчас люди из-за того, что в большом количестве принимают продукты питания или используют продукты питания, которые прежде всего генетически модифицированы, выращенные в теплицах, недополучившие сами там, минералов или не формируют витамины, и в большинстве своем такие продукты питания, они пусты. Многие любят есть вареную колбасу, в ней широко используются белки соевые. Соевые белки, они, как ни странно, при большом использовании могут приводить человеку к авитаминозу. Это является одним из основных принципов или признаков того, почему соевые белковые концентраты так и не пришли и не заменили основные продукты питания, несмотря на то, что они и вкусные, и калорийные, и можно их готовить как заменители мяса. Тем не менее, этого не произошло, потому что такие продукты почему-то блокируют усвоение организмом минералов и витаминов, и человек может на фоне приема большого количества таких соевых белков заболеть. Ну а из-за того, что соевые белки на сегодняшний день очень активно используются в мясной промышленности, мы получаем в большинстве своем авитаминозы, которые в дальнейшем могут провоцировать появление разных заболеваний, включая снижение иммунитета, на фоне которого развиваются аутоиммунные различные заболевания. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников, кровеобразования, ухудшается общий гомеостаз и так далее. То есть это все в комплексе сейчас объективно и необходимо. То есть человек, который живет обычной жизнью, он не имеет права в молодом возрасте не начать принимать комплексы витаминов. Именно поэтому я всегда призываю: первое, пробуйте лечиться экологично, не прыгайте сразу на антибиотики и противовоспалительные препараты. Почему? Ими можно спастись, но вот помочь себе необходимо чем-то экологичным, лекарственными экстрактами или экстрактами лекарственных растений, нутрициологией, витаминами, минеральными соединениями. Ну и в этом всем необходимо выбирать прежде всего компанию с хорошим лицом, с хорошим имиджем, ну и которая является моя компания. Почему? Я не стесняюсь выступать перед людьми. Если у кого-то возникает, выступаю с 2012 года, если у кого-то возникают претензии, кто-то хочет сказать, что там препараты плохие, ты какашка, отдай деньги, то этот человек может сделать, и обычно в прямом эфире это может увидеть каждый. Я не блокирую, и сейчас это сделать невозможно, потому что сразу в Facebook идет трансляция, в Instagram, в TikTok и в YouTube, поэтому сделать это невозможно. Поэтому я могу сказать, что немного есть компаний, где президент компании, руководитель компании вот так запросто выступает и не стыдится того, что он продает свои препараты и так далее. Одним словом, обращайте внимание на свое здоровье, выбирайте правильное и проверенное, занимайтесь заведомо улучшением иммунитета, настроения, улучшайтесь, занимайтесь немножечко, хотя бы увеличивайте физическую активность, выполняйте дыхательные практики. Об этом всем в комплексе можно и почитать, и посмотреть на моем YouTube-канале, который называется «Тибетская формула. Спасительные рецепты», или моем канале в YouTube, который называется Андрей Дуйко официальный. Более 2000 видео было записано на все темы, и если вам интересно, традиционное, нетрадиционное, аюрведа, системы питания, физиотерапия, всевозможные советы по нетрадиционной медицине, рефлексологии,
диагностики. Все это можно посмотреть на моем канале. Переходите, подписывайтесь, переходите на мой сайт tibetan-formula.com или найти еще легко, если в гугле сейчас прямо ввести название «Тибетская формула Дуйко» или «Тибетская формула», сразу же появится сайт, можете переходить на него. Все сайты, которые имеют название «Тибетская формула», это все мои сайты. И знакомьтесь с продукцией, связывайтесь с оператором, связывайтесь и выбирайте для себя нужные схемы помощи и в дальнейшем приводите себя в хорошее состояние здоровья. Еще раз спасибо, до свидания.